Приветствую вас, дорогие друзья! Рад вас видеть снова на своем канале, где мы говорим о гаджетах, которые применяем в доме и в повседневной жизни. Поехали! Сегодня снова затронем тему личной гигиены, в связи с чем хотел поблагодарить всех тех, кто посмотрел мой предыдущий ролик, где я озвучивал проблему выбора электробритвы. Всем спасибо за просмотр. Итак, вернемся к сегодняшнему ролику. Герой сегодняшнего обзора будет зубная щетка. Да не простая, а ультразвуковая. И как же мы так дожили до такой жизни, что даже просто зубной щеткой обычно не можем почистить зубы. Ну, наверное, это норма современности, когда мы хотим позаморачиваться. Нам уже недостаточно обычной зубной щетки, чтобы выполнить банальную ежедневную процедуру по уходу за ротовой полостью. Ну, а особенно такие представители человечества, как мы с вами, которым нужно все электрическое, механическое и так далее, с какими-то определенными дополнительными функциями. Если раньше, чтобы удовлетворить наш позыв к чему-то новому, интересному, дабы привлечь внимание к гигиене, нам достаточно было пойти в супермаркет и купить новую зубную щетку от Colgate, Blendamed или Oral-B, то потом производители придумали для нас новый квест, механическая зубная щетка, спасибо Braun, которой тоже пользовался длительное время, не только я, но и вся наша семья, то теперь пришла эра ультразвуковых щеток, которые еще быстрее вибрируют, еще быстрее удаляют зубной камень, зубной налет, еще лучше чистят нашу полость, еще интенсивнее борются с кариесом. Итак, когда пришел конец срока жизни аккумулятора нашей электрической зубной щетки Braun, которая, кроме всего прочего, уже морально всем надоела, стал вопрос приобретения нового девайса. Ну, здесь, как говорится, поле не паханое. Произошло это где-то 2 года назад. Я погрузился в эту тему и давай выбирать. Выбор был не слишком широк. Это был сногсшибающий Philips за все деньги мира и представители Поднебесной. Собственно говоря, куда я и обратился. Что касается представителей Поднебесной, здесь работает правило: не знаешь контору, не покупай. Начни для начала с Xiaomi. Xiaomi наше все. Это правило сработало и сейчас. Покопавшись в недрах, немножко изучив опыт и отзывы других, было решено приобрести такую зубную щетку, как Xiaomi Sucos X3. Что же меня привлекло на тот момент, это где-то 1,5 года назад, именно в этой зубной щетке?
Ну, во-первых, это не просто банальная механическая зубная щетка типа Брауна, а ультразвуковая, у которой повышенное количество этих вибраций в минуту. Мало того, у нее была такая интересная функция, как беспроводная зарядка, которая мне интересно на тот момент показалась. Плюс must-have функция, каждому пожелаю, это связь со смартфоном по Bluetooth. Это очень важно, документируя все свои взаимодействия с ротовой полостью. И надо признать, после ее приобретения был на определенном подъеме. Это был новый опыт, ничего до этого такого я не испытывал, как, собственно говоря, и супруга. Нам определенно понравился новый тип зубных щеток, который давал доселе, может быть, даже не виданную свежесть ротовой полости после ее применения. Ну, возможно, это отчасти мозг работает. Но, попользовавшись ею в обязательном порядке, применяя сопряжение со смартфоном, этой функцией я наигрался, наверное, с месяц, после чего был успешно забыт каждый этот процесс подключения. Как по мне, ничего оно не дает, кроме как заморачивания, подключения по Bluetooth, какие-то прошивки. Наверное, зубная щетка это не тот девайс, которому хочется уделять столько внимания. Окей. Проработала эта модель Sucos X3 меня, наверное, где-то 9-10 месяцев с момента приобретения. Пользовались ею мы вдвоем, я и супруга. И в один прекрасный день она перестала включаться. Поскольку она еще была на гарантии, вооружившись коробкой, чеком, зубной щеткой и уверенностью в себе, мы пошли в магазин, где успешно ее сдали на диагностику, и была диагностирована ее замена. Замена полная, но поскольку уже эта модель прожила какое-то время на рынке, вышла ее усовершенствованная модель. Моделька называется Sucos X3U, апгрейдженная, судя по аббревиатуре. На то время я уже имел опыт владения такими щетками и посчитал для себя ненужными следующие функции. Во-первых, связь со смартфоном долой. Во-вторых, беспроводная зарядка, которая заряжает 16 часов твой девайс, которым ты пользуешься даже раз в день, меня напрягала, тоже была отправлена в топку. И на замену мне предлагали выбрать любую в магазине, но порывшись за время осмотра поломки в сервисном центре, я определил для себя, что буду менять на Sucos X3U, потому что нет ненужных функций, модель усовершенствована, не имеет детских болезней предыдущей модели, все, что нужно, в ней есть. Плюс в комплекте шло 3 насадки сменных. Мне показалось поменять беспроводную зарядку и связь со смартфоном на 3 сменных насадки более привлекательной. Так вот, собственно, о герое сегодняшнего обзора. Поставляется он вот в такой коробочке. Повторюсь, что это все личные устройства, личные девайсы, поэтому они имеют внешний вид коробочки как новые и в целлофанчиках. Что у нас внутри? Это вот такой футляр, в котором, собственно, лежит щетка и насадки. Ну а дальше внутри идет ложбинка под этот футляр и коробочка, в которой лежали сменные насадки и кабель Type-C для зарядки, собственно, самой щетки. Больше ничего интересного нет, посему мы это все дело уберем, дабы оно нас не отвлекало от сути нашего обзора. Футлярчик, надо признать,
очень тактильно приятный. Сверху у него такая ребристая поверхность. Ощущается хороший пластик, без запаха, с какими-то тут надписями, Сукас. Приятно его брать с собой, когда мы едем в гости. Что удобно, сюда помещается как раз сама щетка и две сменные насадки. Одной пользуюсь я, другой супруга. На данный момент в футляре находятся две сменные насадки. Одна для полировки. Вот такая она, насадочка. Ну, надо признать, внутри жесткие ворсинки, какие-то пластиковые полировальные штуки. По ощущениям, как будто ты пластмассовой щеткой полностью по зубам возишь. Ощущения не из приятных, но гладкость выше, чем при использовании обычной щетки или мягкой. Супруга, в принципе, даже больше нравится, чем мягкая. И вот такая вот для мягких десен и зубов я, в принципе, склонен пользоваться именно такой. И еще была одна, но уже она выработалась. Вот таким образом достается из футляра сама зубная щетка. Футляр с насадками мы уберем, как бы интерес к нему у нас уже пропал. Надо признать тот факт, что сами по себе механические или ультразвуковые щетки на сегодняшний день это уже такие вещи, которые приятно держать в руке, ими хочется владеть, они имеют довольно презентабельный внешний вид, их хочется поставить на умывальник или там на полочку и на них смотреть. Они радуют глаз, что называется. Причем это наблюдение касается не только героя нашего обзора компании Сукас, но и если посмотреть на представителей Oklin или Philips, да, даже любых других китайских производителей, это интересное и приятное глазу устройство. Ну, конечно, не за красоту мы покупаем CH-девайсы. У них есть четкая функция, с которой они просто обязаны справляться на ура. И в данном вопросе им помогают вот эти двигатели, которые колеблют вот этот штырек с высокой частотой. И действительно, частота колебаний этого штока довольно высока. Если мы говорим именно о этой модели, а здесь установлен более мощный двигатель в сравнении с предыдущей моделью, которая у нас была, то здесь двигатель дает 39,6 тысяч вибраций в минуту. На то, как в предыдущей модели это было всего лишь 37,2 тысячи. Не знаю, насколько сильно это повлияло на качество чистки зубов, но мне и предыдущая модель казалась вполне достаточной мощности двигателя для того, чтобы она справлялась с поставленной задачей. Так что данный апгрейд не считаю важным. Скорее всего, просто произошла замена двигателя на более качественный, ну или надежный. Еще такой момент в сравнении с древними механическими зубными щетками а-ля Браун. Новые ультразвуковые щетки существенно подросли по времени автономности работы. Здесь уже устанавливаются новые аккумуляторы литий-ионные, которые, во-первых, заряжаются быстрее, не привязаны к моменту зарядки. Не нужно дожидаться, чтобы аккумулятор полностью разрядился и полностью зарядился. Срок работы электрической зубной щетки этой достигает 25-30 дней на семью из 2 человек, если мы используем ее по одному, скажем так, режиму чистки в день. Ну, наверное, этого вполне достаточно, чтобы не так часто вспоминать об этой функции, я имею в виду о зарядке. Это не та вещь, о которой хочется думать. Ты выполнил чистку, поставил ее обратно на полочку и забыл.
Когда она разрядилась, в течение часа она уже готова к применению. Ну, наверное, не в течение часа. Тут производитель заявляет в течение 4, но это вполне приемлемо. Что немаловажным для меня показалось уход от беспроводной зарядки, как у модели Sucas X3, к обычному заряду через порт Type-C, который на сегодняшний день все больше и больше присутствует в нашей жизни, и это является удобным. Достаточно всего лишь здесь отковырнуть заглушку, и вот наше гнездо, куда вставляем обычный Type-C от любого телефона, пауэрбанка, и заряжаем нашу щетку. На что хотелось обратить внимание людей, которые только думают приобрести ультразвуковую щетку. Не думайте, покупайте. Это девайс хороший, нужный, вызывает привыкание в хорошем смысле этого слова. Единственный нюанс, что к нему нужно поначалу привыкнуть. Частота высокой работы двигателя, она все-таки отличается от ручной чистки зубов и от использования механических щеток. Поначалу это будет как первый визит к стоматологу. Вы не знаете, что ожидать, и вы напряжены. После того, как вы свыкнетесь с этим звуком, с этим типом воздействия на ваши зубы и десна, страх уходит, вы спокойно воспринимаете устройство, спокойно воспринимаете шум, звук и давление внутри полости ротовой. И после этого получаете, можем сказать так, кайф от использования данного девайса. Производители знают о том, что есть такой период привыкания, посему в каждой современной зубной щетке есть специальный режим, скажем так, облегченный, как раз вот для первого этапа пользования этой щеткой. Вы его выбираете повторными нажатиями на кнопку включения и пользуетесь на первом этапе. После этого переходите на более жесткие, скажем так, режимы или необходимые там для отбеливания, полировки или обычной чистки зубов. Наряду с вот этой деликатной чисткой для привыкания присутствуют режимы: обычная ежедневная чистка, режим отбеливания с использованием полировочных насадок и так называемый режим массажа десен, в принципе, которым я тоже регулярно пользуюсь. Интересная функция, стоматологи иногда рекомендуют это массаж десен, это специальная стоматологическая процедура, удобно ее иметь у себя дома. Что еще хотелось добавить в сравнении с предыдущей звуковой щеткой? Именно эта модель X3U, она получила определенную такую ребристость на своей задней стороне. Плюс форма у нее не круглая, какая-то немножко овально-квадратненькая такая, со сглаженными такими углами. Что придает такой более уверенной посадки в руке. Предыдущая была более гладкая, без рифлености, и она при намокании от руки там, или от воды из-под крана пыталась так соскользнуть. Здесь данный вопрос как бы решен, в принципе. Почему же перестала работать предыдущая моделька? В этой части стоят резиновые уплотнители, которые со временем выходили из строя, и при промывании зубной щетки сюда попадает вода, и она попала внутрь, соответственно, по стенке попала к аккумуляторам, где все поокислялось и закоротило в один прекрасный момент и вышло из строя. То же самое касается вот этой кнопочки включения-выключения. Здесь лучше продуман момент прокладки, и вода внутрь не попадает. Здесь, напомню, стандарт защиты от воды IPX7. Так вот, эта защита от воды обеспечивает не попадание влаги внутрь
что гарантирует долгое использование этой щетки. Напомню, что эта щетка у меня уже 1,5 года, то есть она уже прослужила свой гарантийный срок и служит успешно и дальше. Первая X3, которая не усовершенствованная, не смогла дослужить до окончания гарантийного срока. Это уже продержалось в 1,5 раза больше. И считаю ее удачной моделькой. Особенно учитывая тот факт, что она избавилась от ненужных функций, как связь со смартфоном по Bluetooth, беспроводная зарядка. Она стала еще чуть-чуть дешевле, она стала чуть-чуть легче, она получила более эргономический дизайн и более сама по себе удачная модель. Так что же по итогу мы можем сказать о ультразвуковых щетках, в частности о модели Sucos X3U. Думать, покупать или не покупать, по моему личному мнению, не нужно, однозначно покупать. Это классный девайс для всей семьи, который обеспечит вам приятный каждодневный уход за ротовой полостью. Приятно как подарить самому себе, точно так же можно рассмотреть как подарок близким, родственникам, знакомым. Я думаю, каждый будет рад получить такую штуку себе в арсенал. В разы приятнее ею пользоваться в сравнении с обычной зубной щеткой и тем более в сравнении с механическими по типу Braun. Среди прочих преимуществ данной модели можем назвать это длительный срок работы от аккумулятора, 3 типа разных насадки в комплекте, классный чехол для транспортировки в дорогу с собой, в командировку, путешествие и так дальше. Приятный вид, эргономичный дизайн и, что немаловажно, качество сборки и надежность самого конструктива. Так вот, не будем много разглагольствовать по поводу этой зубной щетки. Девайс must have на сегодняшний день, рекомендуется к приобретению, лично мое мнение, а вам покупать или не покупать, решать, конечно, самим. На этом все. Спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Дальше будут еще обзоры. До новых встреч. Счастливо. Пока-пока.